Если тормозит YouTube, в описании ссылка, как ускорить. Будем честны, вы знаете, что случилось вчера. Вчера Служба безопасности Украины провела массированную атаку по российской стратегической авиации с использованием FPV-дронов, спрятанных в морские контейнеры на грузовиках. Атаке подверглись как минимум 4 аэродрома стратегической авиации от Ивановской до Иркутской областей. Сколько в точности уничтожено и повреждено самолетов, понять невозможно, но точно уже насчитали 9 штук. Это не просто атака, это ровно то, о чем мы беседовали вчера. Очередная большая революция в войне. Для начала нужно заметить, что это поразительная технологическая операция. По уровню неправдоподобности, по сходству со шпионскими боевиками 80-х, чьи сюжеты могли существовать только на экране, произошедшее встает в один ряд как минимум с операцией Моссада по подрыву пейджеров Хизбаллы, если не превосходит ее. Искусственный интеллект дронов тренировали на моделях самолетов. Дроны эти на фурах пересекли всю страну, а затем взлетели в заданное время и точно ударили по стратегическим бомбардировщикам. Каждая следующая деталь истории, которую мы вчера последовательно узнавали, укладывалась в как будто кинематографический сюжет. Чтобы были понятны масштабы. От Киева до города Усолье-Сибирское, в окрестностях которого расположена авиабаза «Белая», по прямой примерно столько же, как до побережья Аляски, территории Соединенных Штатов. 4500 километров, 11% длины земного экватора. Если бы существовал прямой гражданский авиарейс из Киева в Иркутскую область, то летел бы он не меньше 6 часов. Каким-то невероятным образом, минуя все слои защиты российского государства, от пограничников и гаишников до чекистов, СБУ умудрились протащить заряженные боевыми беспилотниками контейнеры через половину континента, протащить по территории страны, которая 4-й год ведет войну, в которой все спецслужбы заряжены на поиск шпионов и предотвращение диверсий. Дроны, атаковавшие аэродромы, судя по всему, произведение научно-инженерного искусства. Это оружие, которое умеет самоактивироваться и действовать на расстоянии 1000 километров, самостоятельно обнаруживать и определять цели, взлетать по расписанию и производить синхронную атаку. И куда они попали? Что нужно знать об уничтоженных и поврежденных стратегических бомбардировщиках и ракетоносцах? Важна не их оценочная стоимость, хотя про нее вчера много говорили. Она-то плюс-минус фантазийная. Важно то, что это уникальные изделия, никогда не бывавшие на оружейном рынке. Они либо вообще не производятся уже 30 лет и более, как Ту-95, либо, как Ту-22М и Ту-160, собираются и модернизируются из более ранних версий в единичных экземплярах. Мы не знаем, сколько такого рода самолетов находится в состоянии летной годности. Факт заключается в том, что по каждому типу речь идет о десятках единиц. Не о сотнях, даже и близко не об одной сотне, а десятках. Потеря каждого дальнего стратегического бомбардировщика-ракетоносца – серьезный и тяжелый удар по российской армии. Не потому, что этот самолет стоит вымышленные $100 миллионов, что, в общем-то, ерунда для российского государства, а потому что нет на свете продавца, который ваши 100 миллионов, 200, да хоть $1 миллиард поменяет на новый самолет такого типа. Именно стратегические бомбардировщики ответственны за обстрел украинской территории тяжелыми ракетами по типу Х-101. Они носители самого страшного оружия, которое стоит Украине огромных жертв, причем преимущественно среди мирных гражданских. Уничтожение каждого такого самолета, тем более массовое уничтожение, это большой вклад Украины в защиту своих граждан и ослабление возможности Путина продолжать террор. Интересная реакция провоенной публики. С каких-то непонятных пирогов произошедшее сравнивают с атакой на Перл-Харбор. Миллениалам, готовым все подряд сравнивать с Гарри Поттером, часто советуют прочитать другую книжку. А Z-военкорам и приравненной к ним публике мы советуем завязывать с изучением истории по голливудскому кино. Перл-Харбор – это акт агрессивного нападения Японии на Соединенные Штаты, которые с Японией к моменту нападения не воевали. И не очень-то собирались. Если уж чем-то, и натягивая сову на глобус, тут и сравнивать, то Перл-Харбор – это скорее 24 февраля. Тот самый момент, когда Путин отдал приказ бомбить Украину. Какое отношение Перл-Харбор имеет к диверсии в глубоком тылу противника
война с которым идет 4-й год. Короче, мы не будем обсуждать эти глупости. Не каждый плохой человек Гитлер, не каждый хороший Шиндлер, не каждая перестрелка – это день Д. Теперь скажем пару слов о сюжете, который всплывает после каждой чувствительной и унизительной атаки. Дескать, вы провоцируете Путина, он сейчас как ответит, выведет войну на новый уровень, ударит ядеркой и так далее. Если в первые 3 года еще было непонятно, то за последние несколько месяцев должно быть совершенно ясно. Решения, принимаемые Путиным, не имеют ни прямой, ни обратной связи с тем, что делает Украина, Европа или Соединенные Штаты. Что-то взрывают, убивают генерала, пускают корабль на дно, поставляют новый тип оружия, ругают Зеленского, лишают Украину разведданных, упрашивают и умоляют. На интенсивность и характер войны ничто из перечисленного не имеет никакого влияния. По Украине летит 50 ракет за ночь, а не 500, и 300 дронов, а не 3000, не потому, что Путин себя сдерживает. Просто таков сейчас предел возможностей российского ВПК. Российская армия продвигается в Украине с максимально возможным для себя темпом, учитывая нынешние условия, текущий приток новых людей, производство техники и боеприпасов. Какой другой характер обретет война? Путин объявит мобилизацию? Не объявит. И тоже не потому, что не хочет, а потому что это просто политически опасно для него, без какой-либо связи с любыми атаками. Может ли Путин садануть ядеркой? Может, если захочет и посчитает, что это сойдет ему с рук. Безо всякой связи с чем бы то ни было, может. А нужен будет повод, опять взорвет УАЗик на пустой парковке. Атака по компоненту ядерной триады – это красная линия? Сегодня уничтожили не первые за эту войну стратегические бомбардировщики. И Ту-95, и Ту-22 уже попадали под атаки на аэродромах, ровно как и радиолокационные станции раннего ракетного предупреждения. Случившееся поражает масштабом и лихостью, но нельзя глобально сказать, что случился новый виток эскалации в классическом смысле. Стратегические силы России давно находятся под украинскими атаками еще с первого года войны. Я записываю эту передачу где-то в районе 2 часов ночи по Москве. И пока Владимир Путин ведет себя ровно так, как мы от него и ожидаем. Остается единственным человеком в стране, который вообще ни слова не сказал об атаке. Такой отход в тень при любом негативном событии, отсутствие намеков не то что на обращение к нации, но хоть на какое-нибудь сообщение, уже настолько привычное поведение Путина, что даже самые лояльные лоялисты не вопрошают, а где же, мол, наш верховный главнокомандующий? Никто не отзывает переговорную группу из Турции, не выходит ни с какими радикальными речами, все идет так, будто это воскресенье ничем не отличается от прошлого. Давайте скажем, что будет дальше. Будет лихорадочная кампания по самореабилитации спецслужб. Несчастные водители грузовиков, взявшие обычные коммерческие заказы с агрегатора по типу АТИ-СУ, и понятия не имевшие, что их груз заряжен, получат конские сроки за терроризм. Притянут всех, кто мимо проходил и рядом постоял, от диспетчеров транспортных компаний до кассиров заправочных станций. Пытками и членовредительством сколотит из них вражеское подполье. Прямо в момент написания текста задержали арендодателей склада в Челябинске, где контейнеры с дронами какое-то время, видимо, хранились. Не зря мы за нашими чекистами четверть века наблюдаем. Будет нам сейчас диверсионная группа из простых работяг и мелких предпринимателей. Следом пойдет борьба с терроризмом в интернете. Кто недостаточно скорбел, кто лайк не туда поставил, кто похожую на смайлик скобочку не так закрыл. Короче, самое горькое во всем этом – последствия для реальных людей. Напрямую в результате украинской атаки, насколько мы знаем на сегодня, никто не погиб и не пострадал. А вот в результате имитации бурной деятельности российских спецслужб десяткам и сотням абсолютно непричастных людей будет сломана жизнь. В связи с этим напоминаю зрителям, себя вообще-то надо беречь, думать, что вы пишете и что кому пересылаете. А в моменты, когда ФСБ будет пытаться оправдать себя за демонстративное унижение, надо быть в 10 раз аккуратнее, чтобы не стать тем, на ком эти недоумки и бездельники будут всем доказывать, что они брутальные парни. Следом вытрясут всю душу из отрасли грузоперевозок. Устроят глобальный шмон фур, автопарков, диспетчерских, агрегаторов. Обязательно окажется, что баранку в стране крутит куча мигрантов. На них с помпой отправят хунвейбинов из русской общины и скольких-то повысылают.
под шумок выяснится, что грузоперевозки – это стратегическая отрасль, и в интересах национальной безопасности нужно сворачивать всю эту рыночную вольницу. Что нужен единый национальный оператор магистральных перевозок с монопольными правами на оборот любых грузов. И граждане Ротенберги будут уже не просто собирать дань с дальнобойщиков через Платон, а будут ими уже владеть. Госдума обязательно проведет еще сколько надо поводов для произвольной посадки кого угодно. Евротрак-симулятор объявят экстремистским материалом, введут обязательную сертификацию ФСБ для тягачей и фур. Можно тут толкнуть привычную телегу о том, как раздутый полномочиями и деньгами Институт госбезопасности, всецело занятый нежелательными организациями и ЛГБТ-террористами, в очередной раз умудрился профукать скоординированную атаку на стратегические объекты прямо у себя под носом. Но у нас 4-й год войны. Если кто и заблуждался относительно профессиональных качеств российских чекистов, то уже давно перестал. Гораздо интереснее другое. Пока Apple за 5 лет передвигает одну кнопку на 3 мм и называет это инновацией, две технологически развитые страны с огромным научно-инженерным потенциалом за 3 с небольшим года прошли путь от напечатанного на 3D принтере подвеса для гранат на китайский Mavic до технологий 23 века из антиутопической фантастики. До дронов-диверсантов, способных прятаться в одном из сотен тысяч незаметных контейнеров, ежедневно курсирующих по стране, и активироваться возле самых чувствительных военных объектов. С точки зрения судеб всего нашего региона, это самая горькая иллюстрация войны. Потому что мозги, способные придумать и реализовать такие штуки, должны вообще-то бы работать в киевском офисе Яндекса и в московском филиале Монобанка на мегакорпорацию «Озон-Розетка». На крышах домов в Усолье-Сибирском дежурили бы дроны новой почты с искусственным интеллектом, которые в любой момент готовы вытащить посылку из идущей по дороге фуры и закинуть ее сразу заказчику в окно. Если бы не случился 2014 год, не началось бы полномасштабное вторжение в 2022, если бы продолжилась многолетняя технологическая синергия России, Украины и Беларуси, сейчас бы Илон Маск со своим несуразным тесловским автопилотом, который нарисованную дорогу от настоящей не отличает, только бы и писал, что всех этих повылезавших из-под руин СССР технологических монстров нужно обложить всеми на свете пошлинами, пока они обратно Аляску и кусок Калифорнии не выкупили. Если бы Россию в 2000-м возглавил настоящий агент ЦРУ с заданием выбить наш регион из глобальной технологической конкуренции, сделать так, чтобы люди, которым на роду написано создавать триллионные совместные корпорации, вместо этого придумывали, как наиболее изощренно друг друга поубивать, все равно у этого агента не получилось бы так идеально, как получилось у Путина. Произошедшее вчера по многим причинам сенсационное событие. И потому что российская армия за один день даже по самым скромным оценкам потеряла стратегической авиации больше, чем за все время войны. И потому что больше не существует такого места на российской территории, где можно спокойным и безопасным образом разместить важные для войны объекты. 4500 километров – это расстояние, которое покрывается только стратегическим вооружением уровня межконтинентальных баллистических ракет. Такое вооружение есть у 3-4 стран мира, и Украина не в их числе. Беспилотник, способный преодолевать такое расстояние, будет несуразно огромным, баснословно дорогим и одновременно станет легкой мишенью для любого ПВО. Потому что российское командование вполне резонно предполагало, что, по крайней мере, до прямого столкновения с Соединенными Штатами военные объекты в глубоком тылу, около Иркутска, в полной безопасности. Но Украина сделала вот еще один ход в этом противостоянии. Если оружие 99% маршрута преодолевает по земле, причем неважно как, сегодня на тягаче, а завтра на железнодорожной платформе, и оказывается в непосредственной близости от крупнейших военных или промышленных предприятий, если дрону остается пролететь только последние 300 метров маршрута, ему не нужно быть большим, тяжелым и дорогим. Ему нужно быть легким, быстрым, дешевым и незаметным. И никакая ПВО с такой штукой, которая вылетает из произвольного контейнера, никогда не справится. Вот он, коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно, блядь. Вот он, клоун, блядь. Оба ни с того ни с сего, сука. Оба! Вот дела, блядь. Ёб твою мать, до чего техника дошла. С автомата очередь, нахуй. О, нихуя себе дела, блядь. Менты промазали, нахуй. Невозможно построить такой завод, склад или аэродром,
к которому не будут вести ни автомобильные, ни железные дороги. Невозможно досмотреть каждый контейнер, которых в ежедневном обороте без преувеличения десятки и сотни тысяч. Мы вчера будто догадывались. Говорили, что главное свойство войны двух технологически развитых стран – ее ежедневная изменчивость и эскалация с обеих сторон. Украина получила ПВО и научилась сбивать российские бомбардировщики. Россия придумала управляемые планирующие бомбы, которые можно запускать издалека и безнаказанно. Украина выносила тылы химарсами, их научились глушить с помощью радиоэлектронной борьбы. Против радиоэлектронной борьбы придумали дроны на оптоволокне и так далее. Вот сейчас новый круг. Научились сбивать дроны в воздухе, так они теперь приезжают автостопом. С одной стороны, прям гордость берет за нашу общую постсоветскую соображалку и умение мыслить нестандартно. За способность подойти к проблеме с какого-то совершенно неправдоподобно хитро сочиненного угла зрения и ее решить. С другой, как же все-таки горько, что из-за одного охреневшего от власти деда два народа используют свой выдающийся интеллект, чтобы уничтожать друг друга. И чем дольше окружение деда трусит его скрутить и отправить в санаторий, тем больше шансов всем в этом процессе дойти до ручки. До завтра.